Здравствуйте, меня зовут Виталий Пуртов, приветствую вас на своем канале MyDIY. Сегодня решился взяться за более сложный проект, сделать две прикроватные тумбочки. И решил их сделать из простого материала, фанеры. Материал очень крепкий, но очень несимпатичный. И чтобы его немного облагородить, применю небольшую хитрость. Смотрите ролик, и вы узнаете какой. Для двух тумбочек мне понадобится всего лишь один лист фанеры. Тумбочки будут глубиной 40 см, распуская лист на две полосы по 40 см. Высота тумбочного ящика будет 30 см, поэтому распускаю еще две полосы по 30 см соответственно. Ширина ящика будет 52 см. Настраиваю свой распиловочный станок на эту длину и распускаю фанеру на нужные мне заготовки. Теперь расскажу о первой хитрости, как я буду скрывать материал изготовления. Стенки тумбочки будут соединяться под углом 45 градусов. Для этого настраиваю свой распиловочный станок с помощью электронного угломера, наклоняю диск ровно на 45 градусов. И аккуратно проводя детали по распиловочному столу, срезаю те кромки, которыми будет соединяться корпус тумбочки. Толщина фанеры 18 мм. Соответственно, площадь склейки, то есть соприкосновение деталей, не такая уж и большая. Поэтому максимально точно выравниваю детали на ровной поверхности, соединяю их несколькими полосами скотча, аккуратно переворачиваю заготовки корпуса ящика и обильно промазываю столярным клеем. Сам процесс складывания ящика под склейку выглядит очень просто. Это действительно так, но только при условии, если все распилы были произведены максимально точно. Так как фанера достаточно тяжелая, я думаю, склеилось бы все и под своим собственным весом, но решил все-таки перестраховаться и немножечко поджал струбцинами. Перехожу к изготовлению ножек для тумбочки. В ход идет мой небольшой запас высушенных в течение полугода досок. Перед распиловкой в размер, разумеется, подготавливаю базу с помощью рейсмуса и своего нехитрого приспособления, которое пока заменяет мне фуганок. О нем я не так давно рассказывал, поищите этот ролик у меня на канале. А вот кромку доски я выравниваю с помощью уровня с пределом к нему упором. Далее уже распускаю доски в размер. Ножки с одной стороны будут немножечко расходиться. И для этого я выставляю на торцовочной пиле угол 5 градусов. Чтобы проще было делать ножки одного размера, прикручиваю импровизированный упор. Царки будут такого же размера, как и ножки, поэтому сразу же напиливаю их. Заготовки для ножек и царк полностью готовы. Конечно, прямые ножки в тумбочке я прикручивать не буду. Сделаю с одной стороны у них косой рез. Делать это буду с помощью кондуктора, который не так давно изготовил. Ролик тоже можно найти на моем канале. Крепить и ножки, и царги я буду на косой шуруп. Это простое и достаточно прочное соединение. Так как тумбочки буду делать я сразу две, то решил сделать кондуктор для сбора ножек. Это очень простое приспособление с упорами, но оно сильно упрощает сборку простых конструкций. Пока я работал с ножками, полностью высох клей на ящиках. Тщательно снимаю скотч, и, по-моему, склейка прошла отлично. Можно переходить к изготовлению ящика для тумбочек. И чтобы не пропадать добро, делать решил из той же фанеры, что и сама тумбочка. Делаю разметку.
и отпиливаю размер. Дно тумбочки решил сделать из фанеры 4 мм. Корпус ящика тумбочки собираю с помощью приспособлений, которые позволяют легко закрепить заготовки под углом 90 градусов. Их очень просто сделать, и если вы хотите, чтобы я о них рассказал, напишите в комментариях. Я постараюсь в ближайших роликах рассказать об их преимуществе и как их легко сделать. Дно к ящику креплю обычными саморезами. Перед этим обязательно засверливаю и зимкую. От прошлых проектов у меня осталось несколько обрезков щитов. Я как раз из них решил сделать фасад ящика. Замеряю фасад с тем расчетом, чтобы зазоры оставались по 2 мм с каждой стороны. Теперь можно сделать предварительную шлифовку. Прохожусь с 60-м зерном. Также шлифую и ножки, а потом также и фасад. Перехожу к сборке ножек и царк. При сборке на косой шуруп обязательно нужно крепить, прижимать детали струбцинами, чтобы во время соединения эти детали не съезжали и соединение было максимально ровным. Теперь можно установить петли на ящике. Буду использовать шариковые направляющие. Они достаточно простые в установке и очень плавно открывается ящик. Эти направляющие бывают разной длины и подбираются они примерно по глубине ящика. К самому ящику не принципиально крепить или в середине, или вверху, или внизу. Я решил крепить ровно посередине. На боковых стенках тумбочки я решил крепить с помощью брусков. Высоту подобрал из расчета того, чтобы оставался примерно сантиметр между дном ящика и нижней стенки тумбочки. А теперь расскажу о второй хитрости. На данный момент материал заготовления тумбочки можно отличить лишь по торцам ящика. Фасадом выдвижного ящика они закрываться не будут, потому что фасад будет заезжать внутрь тумбочки. Но даже если бы они были прикрыты фасадом, то во время открытия все равно эти торцы фанеры бросались бы в глаза. Поэтому их нужно скрыть. По дизайнерской задумке я решил сделать это с помощью реек, срезанных под углом 35 градусов. Это решение потребует аккуратной и точной заусовки. И это как раз хороший шанс проверить свою торцовочную пилу на точность. И сразу хочу сказать, что проверку она прошла отлично. Заднюю стенку хоть никто и не видит, но тоже нужно будет прикрыть. Для этого с помощью фрезера буду делать паз глубиной 3 мм, потому что для задней крышки буду использовать 3 мм ДСП. Параллельный упор для фрезера позволил это сделать очень точно. На заднюю стенку никакой нагрузки не будет, поэтому решил приклеить ее также на столярный клей. Не можно было бы все оставить так, но решил все-таки декоративными рейками закрыть стыки между фанерой и ДСП. Благо, делать заусовку хорошей торцовочной пилой – одно удовольствие. Не так давно, кстати, я поставил на нее плавный пуск, ролик есть у меня на канале. Итак, все рейки готовы, и на переднюю или на лицевую часть решаю их крепить также на простой столярный клей. Переворачиваю ящик, вес ящика прижмет рейки для хорошей склейки. То же самое проделываю с передней частью.
Только здесь уже вместо груза использую обрезок 4-сантиметрового щита и 10-килограммовую гантелью. Дав высохнуть клею примерно 5 часов, проверяю и убеждаюсь, что все хорошо склеилось. Так как делаю все это впервые, то без косяков и огрехов не обошлось. Все мелкие щели я буду замазывать шпатлевкой. Ножки и тумбочки буду соединять также с помощью косого шурупа. Отверстие лучше сделать это все заранее перед покраской. И еще одна обязательная процедура перед покраской – это финальная шлифовка. Сначала буду шлифовать 120-м, а потом 180-м зерном. Теперь пора установить фасад на ящик. Крепить я его буду на саморезы, но чтобы соблюсти тот самый зазор в 2 мм со всех сторон, удобнее и точнее приклеить сначала фасад к ящику на двухсторонний скотч. Просверливаю отверстие заранее, а вот для выставления нужного зазора использую карты. Можно использовать обычные, у меня это от игры Манчкин. Может, кто-то из моих подписчиков играет в эту игру, так что напишите в комментариях. Приклеиваю обычный тонкий двухсторонний скотч. И аккуратно, не торопясь, устанавливаю фасад на место. Фасад хорошо приклеился, но для пущей уверенности я все-таки струбцинками подтянул. Во время скрепления фасад никуда не увело. Получилось, по-моему, неплохо. Дело подходит к завершению, и я перехожу к покраске. В этот раз я решил покрасить маслом с воском. Это заколированный состав, будет такое белесое покрытие. Красить нужно в 2 слоя с 12-часовой паузой. После каждого слоя нужно обязательно вытирать все сухой ветошью, чтобы не было потеков, и вообще лучше остатки масла всегда убирать. Кстати, наносить масло губкой всегда получается экономичнее. Осталось установить ручки на фасад и собрать всю конструкцию воедино. Вот такой результат получился. Я своей работой очень доволен. Надеюсь, вам понравилось. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Буду рад ответить. И до встречи в моих других роликах на канале.